Закончил я перед Новым годом обрешетчивать балкон. Тут сделал и закрепил первую планку. Вот. Единственное, были допущены незначительные ошибки. Но в процессе я это все устранял. Вот это тоже очередная ошибка. Ее надо сюда перенести напополам, чтобы следующая тоже к ней могла крепиться. Ну а так в целом все хорошо. Единственное, магазины закрыты. Сверху небольшие щели, пены нет, запенить нечем. Поэтому продолжаю то, что могу. Сейчас выложу эту часть донизу. А потом начну там в углу. Вот. И начну обрешетчивать, скорее всего, потолок. Потому что, прикинул, так мне удобнее будет работать. Вот. Особо рассказывать нечего. Включу камеру онлайн. И буду в процессе онлайна вещать, петь как соловей и крутить все, что тут могу. Пока все. Поехали. В общем, продолжаю вещание. Произошло следующее. Эту доску я закрепил, верхнюю планочку, и столкнулся с тем, что я забыл здесь подрезать, пришлось разбирать. В общем, в целом было нехорошо. Так, эта планка тоже кривая, да? Да. И так кривая. Что ж я так ее подрезал-то? Сейчас я нижнюю подобью, попытаюсь. Вот, ставлю писать видос, а сам буду рассказывать. На прямой трансляции никого не было. Режим видеосъемки. Надо выравнивать, иначе следующая вот мне. Надо прикидывать, что получилось. Так, где мой уровень? Так, стоять боятся. Еще одно промежуточное видео, которое я потом состыкую. В общем, основные ошибки, расскажу про них, которые я допустил, поскольку я обрешетчивал и обшиваю первый раз в жизни, то я примерно понимал, что нужен брус. К брусу брус крепится к стене. Поскольку я утеплять тут не собираюсь, то у меня фронт работ казался небольшой. То есть прикрепить брус не больше полуметра в разбежке. Тут 1,15 м, поэтому примерно одинаково, чтобы прогиба не было вагонки. Вот. И уже на него крепить. Но я думал, откуда начинать. Конечно, хотелось начинать с коротких, со стены. Но как оказалось, то, что я выбрал фронт, эту часть переднюю,
Вот. То есть это было правильно. Значит, как крепится? Основные мои косяки я забыл. Вот такие болты, то есть верхняя планка крепится на болты, а потом уже этими клеймерами вот такими снизу. Вот. Я показываю, как они стоят. Но у меня там сталь. То есть это сверлить сталь, в него вставлять этот дюпель неудобно. И я, конечно, отступил. Ну, вот докуда мог. Это вот там еще полсантиметра дерева у меня. Это обрешетки. Единственное, что я правильно сделал, я взял брус 3х4. Все рекомендуют 2х4, но 2х4 он тонкий. А я взял очень большие эти дюпеля и саморезы. Саморезы вот такие вот. Шестерка. Ну, зато мне приходится реже их крепить. То есть вот на такую обрешетку 1,5 м она или 1,9 м здесь высота. Вот я два их использую. Держат они сумасшедшие. То есть тут, в принципе, на один, наверное, можно было. Тут я где-то с дуру 5 сделал на 2 метра. Вот. Потом я близко здесь сделал, не пускало, пришлось переставлять, и здесь переставлять. Но это все мелочи, просто эти мелочи съедают очень много времени. А так, какие еще сложности? Вот я сделал 3 планки, они как бы с одной партии, а те 2 с другой. И получается, здесь я же буду шпаклевать, но тут как бы пальцем чувствуется переход. То есть я его чувствую, но я зашпаклю, есть шпаклевка по дереву, вот именно будет цвет лиственница. И этих щелей будет не видно. И главное не пытаться эти щели лобзиком выровнять идеально, ничего не получится. Я как не пытался, все равно где-то там, ну, мизерно. То есть лучше шпаклевать. Не хотите шпаклевать, можно здесь просто планку пустить до самого пола без шпаклевки. Я шпаклевку куплю. Вот, я посмотрел, она там 96 рублей стоит. Зашпаклюю, а потом наждачкой затру и лаком закрашу. И будет идеально, не видно. Ну а так, как бы, что, какие трудности в основном? Это работа в ограниченном пространстве. Одна розетка на дрель и на лобзик. И как бы вот это все как бы вот ограничивает, сковывает ваше движение. Ну, пока получается неплохо. Больше как бы мне вещать нечего. На 5 минут я тут еле-еле наговорил. Такой добавлю, сделаю это. Сейчас догоню до низа и снова продолжу снимать. В общем, какие косяки еще бывают при укладке? Ну, не косяки, а с чем можно столкнуться. Вот вагонка, она должна быть 11,1, а попадаются эти рейки 10, 0,8, 0,9. Вот я поставил крайнюю, она 11,01. Стал в углу, короткую вырезал, стал прибивать ее. Ну, я вначале предварительно посадил, смотрю, она короче на 3 миллиметра, а она это не в размер. И вот теперь у меня вот там вот такое вот образовалось. Ну, я сейчас буду искать к ним по размеру и уже от этого плясать. И вот бывает и такое. И чайник сказал утюгу, я больше идти не могу. В общем, время 4, темнеет, освещения уже недостаточно. Ну вот, сделал я фронт, как бы переднюю часть. Потолок впереди, это вообще там жесть, особенно крепить эти обрешетку. Пожалуй, начну потом стены, а потолок оставлю уже на потом. Получается очень хорошо. Потом этим белым лаком будет вообще все практически идеально.